Я не поддерживаю поступки Азатрона и Фапсола, как я осуждаю все, что происходило на NSFW сервере. Разработка Calamity мода остановлена. Я наиграл суммарно в террарию около 2000 часов с разных аккаунтов, большая часть из которых была проведена на модовой версии Team Loader. Играю я с 8 лет и очень давно слежу за данной модификацией. К сожалению, мы не увидим ни Sunken Sea апдейта, ни полноценного реворка Дога, ни Рима. Но зато мы увидим, как будут появляться новые проекты от наших любимых мододелов. Calamity Mod — это огромный долгострой длиной в 10 лет. В него было влито немало усилий игроков и разработчиков. Что именно произошло? Примерно 1,5 года назад Фапсола, прошлого владельца мода, обвинили в нахождении на NSFW сервере, где были люди несовершеннолетнего возраста. Также Фапсола обвиняли в трансфобии, и по ряду причин его сняли с должности владельца мода, и на его место встал Азатрон. Ночью, 9 августа по МСК, всплывает информация о том, что Азатрон подкатывал яйца к несовершеннолетним. Он знал их возраст, и на пару с Фапсолом также находился на NSFW сервере. 10 августа Азатрона снимают с должности лидера, а часть разработчиков Calamity мода покидает студию разработки и просит удалить свои ассеты из модификации. В связи с этим, оставшимся разработчикам становится невозможно работать над проектом из-за ряда юридических соглашений между бывшими членами команды, и принимается крайне сложное решение – полная остановка работы над Calamity модом. Мод останется в мастерской Steam, но дальнейшей разработки не наблюдается. Потеря такого огромного мода, на опыте которого появлялись новые глобальные модификации – трагедия. Долгострой длиной в 10 лет завершил свой путь, толком-то не дойдя до финиша. У меня просто нету слов. Calamity мод для меня был очень важен. А теперь все мои и чужие ожидания оказались бессмысленны. Из всего, что я когда-либо пробовал, Calamity оказался самым интересным для меня. Я буквально с детства играл в этот потрясающий мод. Просто не могу поверить, что по щелчку пальца его не стало. Давайте последний раз соберемся и вспомним, за что мы любили Calamity мод. Мы любим Calamity мод в первую очередь за замечательный саундтрек за авторствами DM Dakura, CD Music, Heart Plus Up и многих других. Мы и любим Calamity мод за то, как он меняет геймплейную составляющую игры и добавляет горы нового контента. Десятки боссов, новые биомы и класс, отсылки и пасхалки, историю, которая тесно переплетается с оригинальной игрой, сотни нового снаряжения, которое в меру сбалансировано под каждый класс, и то, какие новые механики нам предоставляет модификация. Мы любим Calamity мод за сложность и тонкость ее настройки. Можно выбрать как сложность обычной террарии, так и поставьте Revengeance или Смерть. Проходя игру на более высокой сложности, преодолевая разные степени препятствия, мы получали истинное удовольствие от пройденного пути и то, сколько он занимал время. Мы любим Calamity мод за отзывчивое комьюнити, которое делает аддоны к основному моду, чтобы как вернуть утерянного босса из оригинальной модификации, так и внести что-то свое, или же заставить игрока попробовать сложность по-новому. Я люблю Calamity за все, что он принес в мой игровой опыт, за то, как поменял мое представление о террарии в целом, и за то, насколько он был потрясающим. Спасибо, Calamity мод. Ты прошел тяжелый путь и множество странных решений. Убедительная просьба. Поддержите авторов данных модификаций и бывшую студию разработки Calamity мода. Пробуйте разные глобальные модификации: Thorium, Fargo, Apotheosis, Redemption и множество других. Я высказался. Calamity мод, мы тебя не забудем.